Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень красивый и вкусный торт или же пляцок, который называется Пани Валевская. Начнем с заварного крема. Здесь одно яйцо, 70 граммов обычного сахара, 5 граммов ванильного сахара для аромата, это чайная ложка. По сути, этот торт состоит из 7 отдельных слоев, но выпекается один корж и также делается отдельно крем. Торт очень большой, пляцок очень большой на весь противень, поэтому я решила сегодня испечь половину нормы. Если вы хотите сделать настоящий большой пляцок Пани Валевской, то умножайте все ингредиенты на 2. Маленькая щепотка соли и также 20 граммов кукурузного крахмала. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Нам нужно, чтобы не было комочков крахмала. Вливаем сюда 250 мл молока. Я молоко специально подогрела, потому что таким образом заварной крем будет завариваться быстрее. Можно добавить и холодное молоко, просто тогда вам придется дольше стоять у плиты, постоянно перемешивать крем, чтобы он не подгорел, чтобы дождаться того момента, пока крем заварится. А когда масса уже теплая, благодаря подогретому молоку, весь процесс будет быстрее. Переливаем в кастрюльку, постоянно помешиваем и завариваем на среднем огне, никуда не отходим, пока крем у нас не загустеет. Постоянно перемешиваем крем, как видите, он уже у нас хорошо загустел. Как только вы увидите первые пузыри кипения, проварите крем еще 1 минуту, чтобы крахмал хорошо заварился. Не забывайте при этом все время перемешивать интенсивно, чтобы крем не подгорел снизу и был однородным по консистенции. Теперь берем пищевую пленку и накрываем заварную основу в контакт, чтобы она у нас не покрылась сверху корочкой. Также достаньте из холодильника заранее 90 граммов сливочного масла. У меня масло качественное, жирность 82%. Нам нужно, чтобы масло и заварная основа были одинаковой комнатной температуры. Это очень важно для того, чтобы крем у нас получился гладкий, однородный и не расслоился. Кстати, вы можете переложить крем в какую-то другую емкость, тогда он быстрее остынет, или даже можно эту кастрюлю с кремом поставить в еще одну миску или кастрюлю с холодной водой, тогда крем тоже остынет намного быстрее. Но обращайте внимание, чтобы у вас и крем, и сливочное масло были одной комнатной температуры. Теперь займемся тестом. 150 граммов муки, щепотка соли, половина чайной ложки разрыхлителя, неполная столовая ложка сахара. Будем с вами делать песочное тесто, очень рассыпчатое и нежное. Здесь у меня 100 граммов сливочного масла. Вот так вот его обваливаем в муке и натираем на крупной терке. Если вы хотите упростить себе жизнь, то можно просто нарезать масло на кубики. Кстати, масло холодное из холодильника, можно даже из морозильной камеры. В чашу блендера добавить масло, нарезанное кубиками, и муку, и буквально за 30-60 секунд он вам сделает крошку, и при этом вы не испачкаете руки. Но если нет блендера, то я вам показываю, как можно все сделать вручную. Тоже на это уходит очень мало времени, поэтому смотрите, какой вариант для вас более приемлем. Перетираем масло с мукой, вот такую вот мелкую крошку. Это очень приятно, расслабляет, поэтому если вы, как и я, любите работать с тестом, то все можно сделать вручную, без модных гаджетов. Также в тесто добавляем 2 желтка, белки отделяем в отдельную емкость. И второй желток. И теперь вмешиваем желтки, крошки из сливочного масла и муки. Сначала я это сделаю вилкой, а потом, конечно же, перейду к замесу руками. Песочное тесто не нужно долго вымешивать, потому что чем дольше вы его вымешиваете, тем менее рассыпчатым оно будет. Нам просто нужно сделать его однородным, и чтобы оно собралось в общий комок. Вот такое получилось тесто. Выкладываем тесто на пергамент и начинаем его раскатывать. Я раскатываю по половине пергамента. Так мне будет удобно. Если вы делаете двойную норму, то у вас получится большой пласт теста размером с весь противень от духовки. Там, где теста много, вы можете его оторвать и приложить туда, где его меньше.
Кстати, если скалка очень сильно прилипает, то можно накрыть вот так вот листом пергамента и продолжаем раскатывать. И посмотрите, как идеально получилось раскатать тесто. Когда у вас здесь есть какие-то остатки, вы их обрезаете и прикладываете туда, где теста мало. Вот по краям прикладываете, потом проходитесь скалкой и получается вот такой ровнейший пласт теста. Перекладываем тесто на противень и выпекаем в духовке, прогретой до температуры 180 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции 10 минут. К двум белкам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Постепенно добавляем 80 граммов сахара и взбиваем до устойчивых пиков. Вот до такого состояния взбиты белки. Посмотрите, они отлично держат форму. Добавляю сюда чайную ложку кукурузного крахмала и очень быстро все перемешиваем. Корж выпекался у меня 10 минут, и потом я дала ему буквально 5 минут немножко остыть. Выкладываем сверху варенье, где-то 100-120 граммов, можно больше. Смотрите уже на свое усмотрение. Главное, чтобы варенье у вас было кисленькое, чтобы был баланс вкусов. У меня здесь смородина с малиной. Варенье может быть больше, чем 100-150 граммов. Главное, чтобы оно покрыло все тесто тонким слоем. И если оно у вас слишком вкусное, то можно и больше варенья положить. Теперь выкладываем сверху меренгу вот такими небольшими порциями. До края не доходите, потому что при выпечке меренга увеличивается. Посмотрите, как красиво получается. Теперь разравниваем меренгу по коржу, до края не доходите, потому что меренга увеличивается при выпекании, и нужно, чтобы она просто не вылезла за край. Очень приятное занятие, поэтому готовьте, радуйте свою семью и себя тоже. На поверхности делаем рисунок, можете сделать абсолютно любой, я делаю просто пики при помощи ложки. Можно сразу красиво выложить из кондитерского мешка меренгу. Можно воспользоваться шпателем, сделать полоски. Смотрите, как вам хочется, чтобы в итоге выглядел готовый торт. Какая красота! Сверху посыпаем миндалем или можно другими орехами. 50 граммов. Ставим в духовку, прогретую уже до температуры 150 градусов, ориентировочно на 25-30 минут. Теперь переходим к крему. Масло у нас комнатной температуры. Как я уже ранее говорила, здесь 90 граммов, взбиваем до пышности и посветления. При необходимости снимайте масло с стенок, чтобы вам было удобнее его взбить. На это уходит буквально 1-2 минуты. Масло становится податливым, более пышным и светлым. Снимаем пищевую пленку из заварной основы. И снова хочу обратить ваше внимание, что заварная основа и сливочное масло должны быть одной температуры. Взбиваем заварную массу, чтобы она тоже стала более воздушной. Добавляем 1 столовую ложку заварного крема в масло и взбиваем, пока оно полностью вмешается. И так делаем, пока не вмешаем весь заварной крем в сливочное масло. При необходимости снимайте крем со стенок миски при помощи силиконовой лопатки. И вот посмотрите, какой в итоге у нас с вами получился красивый однородный крем. Дожидаемся, пока корж полностью остынет, и разрезаем его пополам. Перекладываем основу на форму или, как в моем случае, на досточку, которую вам легко будет потом поставить в холодильник. Выкладываем крем сверху, разравниваем крем по всей основе и выкладываем сверху верхушку. Очень удобно, если у вас есть такой шпатель.
Посмотрите, какая красота. Накрываем сверху пищевой пленкой, чтобы никакие запахи из холодильника не попали вовнутрь. И ставим на стабилизацию на 4, минимум на 4 часа, а лучше всего оставить на ночь. Торт стабилизировался, снимаем пищевую пленку. Посмотрите, у нас даже есть конденсат, это называется слезы ангела. На канале нашем есть уже рецепт, я оставлю ссылку на пирог, который так и называется слезы ангела. Аккуратно переносим на то блюдо, на котором будем подавать торт. Очень удобно это делать шпателем кондитерским. И посмотрите, какой у нас с вами красивый торт. По сути, как я и говорила, в нем целых 7 слоев. Это песочное тесто, меренга, крем, снова песочное тесто, меренга. Теперь давайте разрежем. Какой он красивый, конечно. Хочу вам показать разрез. Посмотрите. И вау! Красота же! Все 7 слоев на виду. Посмотрите, какой у нас прекрасный с вами торт. Тесто хрустящее, дальше варенье, дальше меренга, но меренга не хрустящая, она мягкая, нежная и воздушная. И также нежный заварной крем. Давайте еще один кусочек, посмотрите, как он красиво, аппетитно выглядит внутри. Торт пани Валевська получается очень вкусным. Вот этот заварной крем внутри, он как пломбир. Еще вместе с сочетанием с вареньем, меренгой, представьте, еще у вас здесь и песочное хрустящее тесто, да и еще есть и запеченный миндаль. Все вместе, это просто какая-то невероятная симфония вкусов. Не зря он считается классикой и завоевал весь мир. Обязательно попробуйте. Берите кисленькое варенье, чтобы у вас была вот такая интересная игра вкусов и текстур. Я с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов.